Друзья, продолжаем готовиться к светлому празднику Пасхи. В этом видео я расскажу, как просто и быстро приготовить очень вкусный, бездрожжевой творожный кулич, который будем покрывать нежной белоснежной зефирной глазурью. Для приготовления теста нам понадобится 250 грамм муки, 300 грамм творога. Я использую мягкий творог, который я приготовил из обычного магазинного молока. Рецепт приготовления вы можете посмотреть по ссылке, которую я оставлю в описании к этому видео. По моему рецепту из 3 литров магазинного молока всегда получается более 1,5 килограмм мягкого творога. Нам понадобится 100 грамм сливочного масла жирностью 82,5%, 150 грамм сахара, 100 грамм изюма, 3 куриных яйца размером С0, чайная ложка ванильного сахара, чайная ложка пищевой соды, 1 крупный лимон. Изюм необходимо промыть и залить крутым кипятком. Лимон хорошо моем, снимаем цедру и выжимаем сок. Сок лимона очень удобно выжимать с помощью обычной вилки. Процеживаем сок через ситечко от косточек и мякоти. Далее нам необходимо отделить яичные желтки от белков и желтки добавить к сахару. Добавляем чайную ложку ванильного сахара, цедру лимона и половину лимонного сока. Желтки от белков очень просто можно отделить при помощи обычной столовой ложки. Взбиваем миксером на высокой скорости. Когда смесь у нас увеличится в объеме и немного побелеет, добавляем размягченное сливочное масло и еще раз хорошо взбиваем. Далее нам необходимо взбить белки. Добавляем в белки щепотку соли и взбиваем миксером на высокой скорости до плотных пиков. Через сито протираем мягкий творог. К белкам и творогу добавляем взбитые с сахаром и сливочным маслом желтки. Перемешиваем все до однородности обычной лопаткой. Благодаря тому, что все ингредиенты мы хорошо взбили, масса у нас получается легкой, воздушной и пушистой. Сливаем воду из изюма и хорошо просушиваем его бумажными кухонными полотенцами. Добавляем изюм к тесту и перемешиваем. Далее к тесту добавляем всю муку. В муке делаю небольшое углубление, и в это углубление высыпаю чайную ложку пищевой соды. На соду выливаем оставшийся лимонный сок. И лопаткой все хорошо перемешиваем. В результате получается вот такое нежное, воздушное и пушистое тесто. Пока тесто мы будем раскладывать по формам, можете включить духовку и разогреть ее до 180 градусов. Выпекать куличи я буду в бумажных формах. Формы смазываю рафинированным подсолнечным маслом. В форму выкладываем тесто не менее половины ее объема. Если вы хотите, чтобы ваши куличи были высокими, то в форму выкладывайте 2/3 от ее объема. Тесто сверху хорошо разравниваем и смазываем растительным маслом. Ставим куличи в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем в течение 40 минут.
Вот такие румяные и красивые куличи у нас получились. Такие куличи можно выпекать не только на Пасху, но и в обычные повседневные дни. Получается очень вкусный творожный кекс. Снимаем бумагу. Несмотря на то, что куличи мы выпекали без дрожжей, они получаются очень пышными и воздушными. Теперь приготовим зефирную глазурь для украшения куличей. Нам понадобится 180 грамм сахара и 6 грамм желатина. В желатин добавляем 2 столовые ложки воды и оставляем его на 10-15 минут, чтобы он набух. В ковшик добавляем 4 столовые ложки воды и сахар. Ставим на плиту на средний огонь и, постоянно помешивая, доводим сахарный сироп до кипения. Как только сироп закипит, кипятим его буквально 20 секунд и выключаем нагрев. Добавляем в горячий сироп желатин и столовую ложку лимонного сока. Теперь эту смесь необходимо взбить миксером на высокой скорости примерно в течение 5 минут до получения густой воздушной массы. Эта масса достаточно быстро затвердевает, поэтому пока она не остыла, покрываем ей куличи. Это можно делать двумя способами: макая кулич в глазурь или покрывая кулич глазурью сверху силиконовой кулинарной кисточкой. Сверху глазурь можно дополнительно украсить. Глазурь достаточно быстро затвердевает и приобретает красивую глянцевую консистенцию. При нарезании она не крошится и не трескается, а на вкус она напоминает маршмеллоу или зефир, поэтому я ее назвал зефирной глазурью. Кулич получается очень вкусный. Его смело можно делать не только на Пасху, но и просто для повседневного употребления.